Добрый вечер, дорогие друзья, свободные люди и все, кто умеет думать. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о том, что в Беларуси появился первый официальный заложник у диктатора для диалогов с Европой. А в России на государственном пропагандистском канале в прямом эфире в ток-шоу один из главных пропагандистов назвал Путина любимой женой. Давайте на это посмотрим и обсудим. Начинаем. Добрый вечер. Я не буду вас травмировать сегодняшними выступлениями диктатора. Он сегодня много наговорил и опять предложил бегать и хватать всех безработных и палками их загонять на работу. Рассказывал какие-то непопулярные реформы, но все это надо делать. Много рассказывал про экономику, как надо все убыточные государственные предприятия, с ними что-то делать. Может быть, он перед уходом решил распродавать свою страну. Это мы увидим в скором будущем. Я бы хотел поговорить о таком явлении, как заложники, потому что сегодня многие думают, что осудив женщину Наталью Херши, которая белоруска, которая из-за пандемии не смогла никуда не поехать и приехала отдыхать к себе на родину, к родственникам, а она уже 12 лет гражданка Швейцарии, вышла на митинг, там ее попытались задержать, она сорвала маску, ее посадили на 15 суток. А сегодня суд постановил, что стащив балаклаву, она тем самым испортила форменное оборудование, обмундирование. И приговор 2,5 года колонии общего режима. И этот мальчик в 22 года, с которого стащили маску, он настолько страдал и получил такие моральные и психологические увечья, что он даже на суде был в маске. И я считаю, это не запугивание белорусов. Это взятие первого заложника для будущих диалогов с Европой. Потому что каждое государство хочет защищать своих граждан. Я уверен, Швейцария будет тоже это делать. Но диктатор начинает набирать себе заложников. Это, конечно, беда. Уже вторая неделя пошла, как он обещал рассказать про то, что случилось с Романом Бондаренко и про все пленки, которые были. Но он молчит, потому что он это крышует, потому что они все там завязаны на крови. Ведь он давал распоряжение жестко задерживать, на прослушках это слышно. И тот бывший министр МВД, которого он быстренько отправил в ссылку, вчера решил высказаться по этому поводу. Смотрите, что эта сволочь говорит. Может быть, есть какая-то информация, как-то тоже сплотились, отреагировали агрессивно или наоборот, то есть разбирались как-то. Как вот это братство 3214 отреагировало на эту ситуацию? Я думаю, вот об этом случае уже много рассказано, и единственно достойное реагирование – это меньше шума вокруг этого, и не делать на этом никаким сторонам никаких спекуляций. И действительно, вот главным здесь является это упокоение души человека, а какую-то вот сторону здесь сейчас проявлять и вокруг этого снова раздувать искры, не стоит никому. Вернемся к Гродно. То есть все как обычно, очень цинично. Никакого расследования граждане не будет. Мы его убили.
Поэтому это все под особым контролем. Об этом говорить нельзя, потому что вы разжигаете костер. Потому что если вы узнаете, кто в этом замешан, вы возьмете автоматы. Я бы это так перевел. Да, только в свободной Беларуси, я думаю, узнают, кто это сделал. Но не поймают, потому что они все будут прятаться в соседней стране. Хотя уже сейчас говорят, что главные фигуранты все уже перебрались в Россию. Тут у нас господин пропагандист, для тех, кто не знает, в Беларуси есть один сумасшедший, который покруче, чем Соловьев. У нас есть ролик, Озаренок нокаутировал Соловьева. Вот если вы хотите понять, что такое сойти с ума тележурналисту, посмотрите, там видео 3-4 назад есть. Все прекрасно знают, что большинство журналистов с госканалов ушло. И в самом начале революции пришли туда пропагандисты из России. Самый главный это Russia Today. Мы сегодня поговорим еще о главе Russia Today. А посмотрите, как Озаренок, пытаясь троллить, но говорит искреннюю правду о своих кураторах. Легендарная личность, обладатель мифического социального пакета, московский куратор всего белорусского телевидения Константин Придыбайло, журналист Russia Today. Костя, рад вас приветствовать. Да, можем сразу на «ты», потому что это не секрет, мы давно знакомы. Да, я тоже рад. Товарищ начальник, разрешите доложить. Задача выполнена, змагары разгромлены. Протест сдулся. Протест сдулся. Какие будут следующие указания? Следующие указания, на самом деле, да я даже не знаю, какие могут быть следующие указания конкретно для тебя, потому что то, что ты делаешь, и то, как на это реагируют в интернете эти самые змагары, это, конечно, ну это круто. Я рад, что в Беларуси появились журналисты, которые не просто говорящие головы, которые могут выражать свою позицию, не стесняться ее, при этом выражать не просто вот в камеру, там, с экрана телевидения, а делать это на улице. Это реально очень круто. Даже в России таких людей очень мало. Просто этот Придыбайло забыл добавить, что ни Киселев, ни Соловьев не выйдут на улицу брать интервью, потому что не боятся уже людей. Они уже столько за последнее время вранья выдали в эфир, что не боятся ходить по улицам. Озаренок, я думаю, через неделю, через две уже тоже будет бояться выйти на улицу. Он уже попытался выйти в первые митинги. Я там по комментариям видел, как свободные белорусы с ним поступили. Но тут самое главное, маленькое продолжение. Я уже вас, белорусы, для комментариев заведу. Вот. Это то, что он переходит в атаку и гнет линию диктатора, что жди, Россия, все идет к вам, жди, смотрите. Но настораживает, точнее, дает обращать на себя внимание такой момент. Переключаются активно в российскую повестку эти товарищи. Как будете их встречать? Да что им переключаться на самом деле? Там своих хватает, и они на самом деле очень похожи. Но похожесть у них действительно очень интересная. И российские оппозиционные лидеры, так называемые, и белорусские, они хотят одного. Они хотят навредить своим же соотечественникам. Я этого не понимаю. Ну, очень радует, что в России уже своих хватает. Это радует. Привет, свободные люди из России. Но здесь больше всего убивает одно. Что там, что здесь все люди хотят честных выборов. Прозрачных. Без фальсификаций на пеньках по 3 дня. Чтобы люди выбрали того, кому они доверяют. Например, такому человеку, как Фургалу, доверили Хабаровский край. Теперь он сидит, потому что стал слишком популярный и делает непопулярные решения. Делал. Теперь сидит и будет сидеть долго. И говорящая голова Жириновский променял его на своего следующего ставленника, и все. Это печально. Хотя там говорят, что все замешано с Фургалом в активах. Я бы не исключал такой момент, что он стал настолько популярным, что его
решили сбить вообще со старта. А представляете, Фургал через 3 года говорит, я хочу быть президентом России. Же губернатор. Все вещи, которые он мог зарегистрироваться, он бы прошел. И садить надо было бы, как в Белоруссии, за неделю до выборов. Это еще хуже. Так что все, кто хотят свободных выборов, что в России, что в Белоруссии, они все хотят плохо своему народу. Ну, вчера мы получили ответ на этот вопрос от главного куратора Russia Today в прямом эфире России-1. Почему этого нельзя делать, свободных выборов? Смотрите. Для того, чтобы все было хорошо и замечательно, нужно, чтобы каждые 4 года менялась власть. Если вы, Борис Борисович, будете каждые 4 года менять жену, вряд ли от этого ваш дом станет стабильнее, спокойнее. В какой-то момент, недельки на 2, в вашей жизни станет больше радости и того, что по-английски называется excitement, волнение, как бывает во время любой революции. Но дальше хаос в вашем доме будет только усиливаться. Вот так вот, друзья. Так что Путин стал уже любимой женой пропаганды, и менять ее нельзя. Это все, это беда. Сегодня в России еще один скандал. Опубликованы документы и переписки, как со $100 получить 380 миллионов долларов. Надо просто купить акции компании Сибур за $100, стоимость которых 380 миллионов долларов. А знаете, как это сделать легко каждому гражданину Российской Федерации? Просто надо жениться на госпоже, которая является дочкой Путина. И тогда через неделю после свадьбы вам разрешат приобрести пакет акций стоимостью 380 миллионов долларов за 100. И все классно. И весь народ России счастлив. Самая большая страна с туалетами, которые на улицах. И их количеством. А тут $100, 380 миллионов. И все классно. Песков сказал, я знаю, кто эти заговорщики. Я знаю, кто это на нас пишет. Ему говорят, скажите, кто. Мы на это не обращаем внимания, поэтому говорить я не буду. А какой-то владелец сказал, ну да, сделка была, но вы же поймите, тогда был отрицательный баланс, поэтому мы и продали за $100. Бляха-муха. Интересно, сколько людей в России за $100 захотело бы купить долю в компании с 380 миллионов? Россия тоже будет свободной. И Украине капец, что творится. Мы хоть без диктатуры меняем их всех. Ну как не меняешь, олигархи, по-моему, вообще своими паутинами поясали все. И, по-моему, уже нашего маленького артиста тоже. По крайней мере, к нему еще ручейки коррупции не дошли, как с предыдущим президентом. Но то, что творится в городах, в регионах, это, конечно, беда. Но я бы хотел всем пожелать в следующем видео очень классных вещей. Вы сначала его посмотрите. Ну, как будто я в кавычках, забегая наперед, скажу. Есть такая система оповещения, которая на город в случае тревоги срочно говорит о беде. Вот в одном китайском городе заснул один охранник и забыл выключить эту систему оповещения. Детей можно не убирать. Это просто смешно, чтобы у вас был весь вечер и завтра весь день классное настроение. Это было смешно, надеюсь. Поэтому, если вы смогли выдержать меня до конца, подписывайтесь. Хороших людей все равно больше.
И мы победим всех диктаторов и олигархов всего постсоветского пространства. Они просто грабят наши страны, и они задолбали всех, и от кормушек отрываться просто не хотят и готовы идти на все. Живе Беларусь! Слава Украине! Россия будет свободна! Всем хорошего вечера и прекрасного настроения. А кто смотрит с утра, отличного дня. Целый день. Пока.